Высеченный в скале древний разрушенный город Петра лежит в кольце неприступных гор из песчаников в пустыне к юго-западу от современного Омана, в 80 километрах к югу от Мертвого моря в Иордании. Это место настолько защищено, что даже сегодня к этому впечатляющему комплексу храмов, гробниц и домов можно добраться только пешком или верхом. Вход в Петру осуществляется через темное извилистое ущелье в скале, известное как Сик, ширина которого местами составляет всего несколько метров. Эта великая тайна пустыни содержит около 1000 памятников, а когда-то здесь были фонтаны, сады и постоянное водоснабжение. Но почему же он был высечен из песчаников в таком уединенном, засушливом месте? Кто построил этот величественный город и что стало с его жителями? Самым ранним известным населением Петры было семитоязычное племя, известное как Идумеи, упомянутые в Библии как потомки Исава. Но именно культура, называемая набатейцами, была ответственна за большую часть невероятной архитектуры Петры. Набатеи были кочевого арабского происхождения, но к IV веку до нашей эры начали поселяться в различных частях Палестины и южной части Иордании. И примерно в это же время они сделали Петру своей столицей. Естественное укрепленное положение этого места на торговом пути между арабскими, ассирийскими, египетскими, греческими и римскими культурами позволило набатейцам расти. Получил контроль над караванным путем между Аравией и Сирией, набатеи вскоре создали торговую империю, простиравшуюся на север до самой Сирии, а город Петра стал центром торговли пряностями. Богатство, накопленное набатейцами в Петре, позволило им строить и вырезать в стиле, сочетавшем местные традиции с греческим влиянием. Одно из самых выдающихся достижений набатейцев в Петре было вызвано необходимостью. Их город лежал на краю выжженной пустыни, поэтому первоочередной задачей было, конечно же, водоснабжение, в результате чего они разработали очень сложные плотины, а также водосберегающие и ирригационные системы. Но большинство набатеев вызывало зависть их соседей, и они были вынуждены отразить несколько нападений на свою столицу в конце IV века до нашей эры со стороны царя селевкидов Антигона. Империя селевкидов была основана в 312 году до нашей эры Селевком I, одним из генералов Александра Македонского, и включал большую часть восточной части империи Александра. В 63 году до нашей эры набатейцы были завоеваны римским полководцем Помпеем, а в 107 году при императоре Трояне этот район стал частью римской провинции Аравии Петрия. Несмотря на завоевание, Петра продолжала процветать в римский период, и городу были добавлены различные постройки, в том числе огромный театр, улица с колоннадой и триумфальная арка через Сик. Было подсчитано, что население Петры могло составлять от 20 до 30 тысяч человек на пике своего развития. Однако по мере того, как значение города Пальмира в центральной Сирии росло в торговом пути, связывающем Персию, Индию, Китай и Римскую империю, коммерческая деятельность Петры начала снижаться. В IV веке Петра стала частью христианской Византийской империи, но в 363 году отдельные части города были разрушены землетрясением, и примерно в это же время набатеи покинули город. Никто точно не знает, почему они покинули это место, но кажется маловероятным, что они покинули свою столицу из-за землетрясения, поскольку на этом месте было обнаружено очень мало ценных находок, что указывает на то, что их уход не был внезапным.
Еще одно катастрофическое землетрясение в 551 году практически разрушило город, и ко времени мусульманского завоевания в 7 веке нашей эры Петра начал уходить в безызвестность. В 747 году произошло еще одно разрушительное землетрясение, которое еще больше ослабило структуру города, после чего наступила тишина до начала XII века и прибытия крестоносцев, которые построили небольшой форт внутри города. После их ухода в XIII веке Петра оказалась в руках песчаных бурь и наводнений, похоронивших большую часть некогда великого города, пока не были забыты даже его руины. И только в 1812 году англо-швейцарский исследователь по имени Иоганн Людвиг Бергхард заново открыл затерянный город Петра и привлек к нему внимание западного мира. Он путешествовал по Ближнему Востоку под видом торговца-мусульманина, чтобы приобрести знания и испытать восточную жизнь. Находясь в Эльджи, небольшом поселении недалеко от Петры, Буркхард услышал разговор о затерянном городе, спрятанном в горах Вади-Муса. Представившись паломником, желающим совершить жертвоприношение на древнем месте, он уговорил 2 бедуинов провести его через узкий сик. Буркхарду удалось лишь совершить небольшую экскурсию по руинам Петры, прежде чем принести в жертву козла у подножия святилища пророка Аурона и вернуться в Элджи. Однако исследователю удалось составить карту руин и сделать запись в своем дневнике о том, что он заново открыл Петру. Какова же была функция этого странного места? Была ли это крепость, торговый центр или священный город? На этом месте много королевских гробниц, а также общественные и шахтные гробницы, где заживо хоронили преступников. Но данные археологических исследований, проведенных за последние десятилетия, позволяют предположить, что Петра могла выполнять множество различных функций на протяжении сотен лет, когда она была заселена. Великолепный вход в это место представляет собой сик длиной более 1 километр, или узкое ущелье, которое вьется через парящие скалы из золотистого песчаника. Есть много небольших набатейских гробниц, вырубленных в скальных стенах сика, а также свидетельства мастерства набатеев как инженеров, гидротехников в виде каналов, когда-то содержащих глиняные трубы, которые первоначально несли питьевую воду в город. Еще один пример инженерных способностей набатеев можно увидеть справа от входа в сик. Сейчас, как и 2000 лет назад, после проливных дождей вода стекает по Вади-Мусе или долине Моисея в сик и грозит затопить город. В 1963 году в Петре произошло катастрофическое наводнение, после которого правительство решило построить плотину, чтобы перенаправить паводковые воды. Во время строительства землекопы были поражены, обнаружив, что набатеи уже построили плотину примерно во II веке до нашей эры, чтобы перенаправить паводковые воды от входа на север через хитроумную систему туннелей, которая в конечном итоге отвела воду обратно в центр города для нужд населения. Сик открывает самый известный и впечатляющий из памятников Петры сокровищницу Эль-Хазны. Название сокровищница происходит от бедуинской легенды о том, что сокровища фараона были спрятаны внутри огромной каменной урны, которая стоит на вершине сооружения. Бедуины, веря в эту историю, периодически стреляли по урне, надеясь взломать ее и вернуть сокровище. Доказательством этой практики является множество отверстий от пуль, которые все еще видны. Хорошо сохранившийся фасад сокровищницы, высеченный из твердой скалы песчаника, украшенный красивыми колоннами и сложными скульптурами, изображающими набатейских божеств и мифологических персонажей,
высотой около 40 метров и шириной 26 метров. Строение, возможно, служило царской гробницей с местом захоронения царя в маленькой камере сзади, а также использовалось как храм, но для кого конкретно он был посвящен, богу или богам, и точная дата постройки неизвестна. Одним из немногих оставшихся отдельно стоящих зданий в Петре является огромный каменный храм Душарес. Это тщательно отреставрированный большой храм из желтого песчаника, стоит на возвышении и имеет массивные стены высотой 23 метра. Он был построен где-то между 30 и 40 годами нашей эры и посвящен главному богу Набатеев, и имеет самый большой фасад среди всех сооружений Петры. Внутри здание разделено на 3 комнаты. Средняя комната служит святилищем или святая святых. Напротив этого сооружения находится храм крылатых львов, названный в честь 2 разрушенных эрозий львов, вырезанных по обе стороны проема. Это сооружение самый важный набатейский храм из когда-либо обнаруженных, было предметом более чем 20-летних исследований и раскопок различных экспедиций в Петру. По-видимому, храм был посвящен доисламской арабской богине плодородия Аллат, которая была одной из 3 главных богинь Мекки. Храм крылатых львов – это не отдельное здание, а храмовый комплекс, включающий мастерские и жилые помещения. Этот храм был основан в 28 году нашей эры и был разрушен во время землетрясения в 363 году вместе с многими городскими зданиями. Один из самых больших и зрелищных памятников в Петре является монастырь Эль-Дейр, получивший название из-за того, что он использовался в качестве церкви в византийский период. Структура сооружения вырезана как и сокровищница в скале утеса. Монастырь похож на увеличенную, более грубую и обветренную версию известного памятника Петры. Археологи считают, что строительство Эль-Дейра началось во времена правления набатейского царя Рабеля II, но так и не было завершено. Петра снова оказалась в центре внимания общественности в 1989 году, когда на экраны вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» с участием актера Харрисона Форда в главной роли. В фильме он служил секретным храмом, скрытым в течение сотен лет, и местом, где Харрисон Форд находит Святой Грааль. Это снова было в новостях в 2005 году, когда Далай-лама возглавил множество лауреатов Нобелевской премии, которые вместе с актером Ричардом Гиром организовали 2-дневную конференцию в городе под названием «Мир в опасности». Частью прекрасное состояние сохранности большей части древнего города можно объяснить тем фактом, что большинство его построек были вырезаны из твердой скалы. Однако, как и многие древние памятники, здания из песчаника в Петре находятся в постоянной опасности из-за чрезмерного туризма. Отдельно стоящие здания страдают от солевой, водной и ветровой эрозии. 6 декабря 1985 года Петра была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Будем надеяться, что один из самых красивых и впечатляющих разрушенных городов мира будет существовать еще как минимум несколько тысячелетий.